Приветствую всех на своем канале. Сегодня я расскажу про Норвегию. Страна безумных красот, нетронутой природы, северного сияния и интересной мифологии. Норвегия славится своими фьордами, горнолыжными курортами, озерами и лесами. Основными туристическими городами являются Осло, Берген, Ставангер, Транхейм и Тромсё. Значительная часть природы Норвегии осталась нетронутой, привлекая многочисленных туристов и лыжников. Королевство Норвегии располагается в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также архипелаге Шпицберген. Заморской территорией является остров Бове в южной части Атлантического океана. Также Норвегия претендует на территории в Антарктике, попадающие под действие Конвенции 1961 года, остров Петра I и земля королевы Мод. На данной карте ты можешь увидеть заморские территории Норвегии, которые в число губерний не входят и на коммуны не разделяются. С востока и юго-востока Норвегия граничит со Швецией, Финляндией и Россией. С северо-запада ее омывает Норвежское море, с северо-востока Баренцево, с юга – Северное. Протяжность береговой линии составляет 25 148 километров. Название страны происходит от древнескандинавского Norweg – Северный путь, которое первоначально относилось к прибрежному морскому пути, по которому норманны выходили в Северные моря. Впоследствии этим названием стали обозначать западное побережье Скандинавского полуострова вдоль морского пути, а затем и возникшее здесь государство. С востока и юго-востока Норвегия граничит со Швецией на протяжении 1630 км, Финляндией 736 км и Россией 196 км. Столица Норвегии и резиденция правительства – Осло. Также самый крупный город с населением 675 тысяч. До 1624 года, согласно карте Артелиуса 1539 года, столица викингов называлась Викия, а с 1624 по 1877 – Христиания. Находится на одной широте с Санкт-Петербургом и с ним же город-побратим. Так как Осло расположен почти на 20 градусов западнее, то климат города близок к морскому. Лето в Осло прохладное, а зима мягкая и снежная. Среднегодовая температура плюс 7, осадков около 800 мм в год. Почти 30% населения столицы является приезжими. Наибольшее количество мигрантов прибывает из Пакистана, Ирака и Швеции. Национальной валютой является норвежская крона. Состоит из 100 эры. В настоящее время вхождение имеет банкноты достоинством 50, 100, 200, 500 и 1000 крон. Средняя зарплата примерно 40 тысяч крон. В отличие от других стран, в Норвегии редко можно встретить разделение между коренными жителями и мигрантами. То есть представитель другого государства может получать такую же зарплату, как и резидент. А порой размер оплаты труда мигранта может превышать даже заработную плату гражданина Норвегии. В первую очередь это связано с тем, что большинство норвежцев не хотят работать, если труд требует чрезмерных физических нагрузок. Так уж сложилось, что граждане этой страны предпочитают деньгам комфорт на рабочем месте. Налоги составляют примерно половину от выплаченной зарплаты. Парочка интересных заметок. Почти всю электроэнергию Норвегия получает благодаря гидроэлектростанциям, и страна занимает первое место в Европе по количеству автомобильных туннелей. Всего в стране 4 крупных города с населением больше 100 тысяч. Кроме столицы это Берген, 277 тысяч жителей. До 1299 года являлся столицей Норвегии, примерно до 1830-х годов. Также был крупнейшим городом страны. Сегодня Берген – крупный порт, центр нефтяной промышленности. Средневековая набережная Бергена является одним из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Климат умеренный морской, с огромным количеством осадков. Так в год выпадает порядка 2300 мм, что сравнимо со многими городами экваториального и субэкваториального пояса. Зима очень мягкая и снежная, лето холодное и дождливое. Круглый год доминирует пасмурная погода. Температура воды не превышает 14 градусов. Главной достопримечательностью города является набережная с комплексом торговых зданий. Тронхейм – 186 тысяч жителей. Старое название города – Нидерос. В позднем средневековье название города изменилось на Транхейм, что значит «дом сильных». В 1930 году возвращено древнее название – Нидерос, но после протеста жителей уже в следующем 1931 город вновь стал Транхеймом. В городе морской климат с мягкой зимой и прохладным летом, осадков около 900 мм. Среднегодовая температура плюс 6. К северу от города на острове Мункхолмен находится старейший монастырь Норвегии. Во времена датского владычества служил неприступной тюрьмой. В разное время на острове располагались монастырь, крепость, тюрьма, а также средства ПВО. Ставангер с населением 133 тысячи человек, нефтяная столица Норвегии. В Ставангере имеется несколько живописных озер, популярные зоны отдыха. Озеро Бриаватнет находится в самом центре города. Озера Москватнет и Стокхватнет
сразу за чертой. Из города можно совершить поездку на прогулочных судах в Люсефьорд. Об этом я расскажу чуть позже. Вся страна чрезвычайно гориста. Во многих местах горы имеют округлую форму, и пейзаж носит по преимуществу вид большого волнообразного плато, на котором долины и заливы кажутся лишь совершенно незначительными трещинами. Из всей площади, занимаемой страной, 39 тысяч квадратных километров лежат свыше 1000 метров над уровнем моря. Средняя высота всей территории Норвегии над уровнем моря составляет около 490 метров. Ввиду всего этого площадь обрабатываемой или вообще пригодной для сельского хозяйства земли составляет весьма незначительную часть всей территории. Всего лишь 2400 квадратных километров занято пашнями, тогда как необитаемые горы, болота и прочее занимают 235 тысяч квадратных километров, а ледники – 7 тысяч. Крупнейшей и длиннейшей рекой страны является Глома, имеет протяжность 604 километра. Бассейн Гломы занимает около 13% всей поверхности страны. Логен или Нумидал-Логен – вторая по длине река Норвегии, после Гломы. Длина составляет 356 километров. В нижнем течении Логен богат рыбой и представляет собой самую важную для лососевых промысла реку. Помимо лосося в реке обитает еще не менее 16 видов рыб, редкое явление для рек, изобилующих лососем. На реке и ее притоках расположены более 25 средних и малых ГЭС, общей мощностью около 500 мегаватт. И третий по длине будет Паз – 117 километров. Вытекает из озера Иннарияльви. Питание в основном снеговое. По реке проходит большая часть границы между Россией и Норвегией. А до 1826 года российско-норвежская граница целиком проходила по реке до Варяжского залива. В настоящее время из 117 километров общей длины более 100 приходится на границу с Норвегией. На реке развита ловля семги. Что же до озер, в Норвегии их около 450 тысяч. Большинство из них образовались в результате ледниковой эрозии. Исходя из этого, в Норвегии их больше, чем в Финляндии или Швеции. Хоть и озер размером более 5 квадратных километров, всего около 400. 4 самых глубоких озера Европы находятся в Норвегии. В первую очередь это Хорниндалсватнет, глубина 514 метров. Реки с ледниковым питанием не впадают в озеро, поэтому вода в нем одна из самых чистых во всей Скандинавии. На Хорниндалсватнете можно заниматься плаванием, гребным спортом и рыбалкой. Сальватнет с глубиной 482 метра – второе по глубине озеро Норвегии и Европы. Его особенность в том, что это меромиктическое озеро, то есть в нем практически отсутствует циркуляция воды между слоями различной минерализации, разделенными так называемым хемоклином, вследствие чего вода нижнего слоя более минерализованная и плотная, чем в верхнем слое, часто без кислорода на более низких глубинах, и хранит записи геологического прошлого. Озеро Тин или Тиншо глубиной 460 метров занимает третью строчку. 2 экземпляра ранее неизвестной рыбы были пойманы в апреле 2005 года. Светлая, полупрозрачная рыба длиной до 15 см и без плавательного пузыря. На 4-м же месте озеро Мьоса – 449 метров. Кроме того, Мьоса – крупнейшее озеро в Норвегии, расположено в 100 километрах к северу от Осло. Основная река, впадающая в озеро – Логен, площадь 365 тысяч квадратных километров. На берегах основаны города Лиллехаммер, Йовик и Хамар. В последние 200 лет было зарегистрировано 20 наводнений, которые подняли уровень Мьосы на 7 метров. Несколько из этих наводнений затопили город Хамар. Много озерной форели, развито рыболовство. Работающий на озере пароход Skiblander – самый старый в мире пароход, находящийся в эксплуатации. Он был построен в 1856 году. Второе по площади озеро Норвегии после Мьосы – Рёсватн. Глубина 240 метров. На берегах озера расположены населенные пункты Крута, Линвика и Шовик. И третье – Фюмун. Расположено на востоке страны, вблизи границы со Швецией, в малонаселенной местности. По сравнению с типичными горными озерами оно довольно мелкое. Его средняя глубина равняется 29 метрам, а наибольшая – 130. Страна практически вся находится в умеренном поясе. Поскольку поверхность Норвегии круто обрывается к морю, а долины вытянуты меридионально, теплые воздушные массы не могут проникать очень глубоко, что создает ситуацию, когда зимой снижение температуры при движении вглубь фьорда больше, чем при движении на север. Высота скандинавских гор не позволяет проходить воздушным массам на восток страны и создает барьерный эффект, который при условии значительного влагонасыщения является причиной выпадения огромного количества осадков, как летом, так и зимой. Средняя температура января колеблется от минус 17 на севере страны до плюс 2 на юго-западном побережье. Средняя температура летом около плюс 7 на севере и плюс 17 на юге.
35% территории занимают леса. Вырубка лесов в Норвегии не ведется вообще. Норвежцы предпочитают закупать древесину. Имеется большое количество тундровой растительности. Горные леса и редколесье занимают самые большие площади на территории Норвегии, располагаясь в нижнем ярусе скандинавских гор. Поднимается до 1000 метров. Таежная зона также занимает значительную площадь на территории Южной Норвегии. Приатлантические вересковые пустоши занимают узкую прибрежную внешнюю полосу на протяжении всего западного побережья, нигде не заходя вглубь фьордов. Смешанные широколиственные леса на территории Норвегии представлены небольшими участками, занимающими самую южную часть страны. Данная растительность представлена одним участком на побережье южнее Ставангера. Из фауны самым ярким представителем является писец, волк, янтовидная собака, лисица, рысь, росомаха, выдра, барсук, кабан, лось, бурый медведь, зайцы, бобры, различные виды летучих мышей и грызунов, морж, морской заяц, тюлени, касатки, дельфины. Из всех видов млекопитающих, записанных на территории Норвегии, нет ни одного, которое находится под критической угрозой исчезновения. 4 находятся под повышенной угрозой исчезновения. Это северный гладкий кит, сейвал, синий кит и финвал. И 3 уязвимых – хохлач, белый медведь и кашалот. Из относительно опасных пресмыкающихся одна единственная обыкновенная гадюка. Помимо нее есть ужи, медянки, несколько видов ящериц и користые черепахи. Из пауков наибольшее распространение имеют ленифиды. Ленифиды распространены практически всесветно. В Норвегии эти пауки были замечены гуляющими по снегу при температуре воздуха -7. Некоторые виды обитают в пещерах, являются древнейшими. Данный вид не опасен для человека. Самая северная часть страны называется Финмарк, восточная часть которой, граничащая с Россией, не представляет никаких значительных возвышенностей и наполнена лишь закругленными холмами и нагорьем, омывается бурными водами Северного Ледовитого океана. Внутри же страны, орошаемые крупными реками, в особенности Таной, долины, покрываясь летом богатой растительностью, производят впечатление более южных стран, но по причине долгой и суровой зимы большого значения для земледелия не имеет. В западной же части Исполинского края возвышается группа блудных детей, достигающих 2000 метров в высоту. Со стороны Согнефьорда в это царство гор врезается несколько долин и прежде всех Ардау, чрезвычайно дикая скалистая долина, Хардангервида, горное плато в районе Хардангера, Западной Норвегии, самое крупное высокогорное плато Европы, находится на высоте от 1200 до 1600 метров над уровнем моря и занимает площадь порядка 8000 квадратных километров. Примерно 3500, которые занимает национальный парк Хардангервида. Обитающая на территории парка популяция дикого оленя является одной из самых крупнейших в мире. В результате археологических раскопок были найдены несколько сотен кочевых поселений каменного века, скорее всего, связанных с миграцией оленьих стад. Археологами также была обнаружена древняя тропа, пересекающая плато и служившая связующим путем между Западной и Восточной Норвегией. Средняя температура воздуха в летнее время порядка +15, зимой же столбик термометра может опуститься ниже 20. Высота снежного покрова в зимнее время может достигать 3 метров и более. Почти всегда дует сильный ветер. Смена погодных условий быстрая и зачастую трудно предсказуемая. Основу флоры Хардангервиды составляют очень разнообразные мхи, лишайники, травы и травянистые кустарники. Фауна же представлена в первую очередь достаточно крупной популяцией северных оленей. Оленей заселили плато около 5000 лет назад и с тех пор являются его постоянными обитателями. Их популяция в разные годы может составлять от 6000 до 12000 голов. Охота оленей в этом районе жестко ограничена государственными нормативными актами. Также Хардангервида является местом обитания лисиц, горностаев и леммингов. Углубляясь немного в историю, археологические раскопки, проводимые на территории плато, свидетельствуют, что первые люди появились там примерно около 5000 года до нашей эры, когда плато еще было покрыто лесами. Судя по остаткам стоянок, жившие здесь люди занимались лесным собирательством, скотоводством, выращиванием трав. Позднее стало одним из мест добычи железа. В связи со скудностью почвы, жаждой славы и обогащения увеличивалась страсть к экспедициям в чужие края. Так что в 8 веке норвежцы начали наводить ужас на соседние страны своими набегами. Как коротко описать данные территории? Первозданная природа, тишина и безмятежное спокойствие. Хардангервида является популярным местом активного отдыха. Наиболее популярные направления – туристические походы, сплавы по рекам. В зимнее время лыжи.
По плато разбросан ряд кемпингов и туристических отелей. Кроме того, обслуживание туристов – один из главных источников дохода городов. А знали ли вы, что в Хардингер-Виде снималась поверхность вымышленной планеты Ход из фильма «Звездные войны. Эпизод 5». Говоря о национальных парках страны, их 32, и еще 7 на Шпицбергене. Режим охраны национальных парков менее жесткий, чем в природных заповедниках, но более жесткий, чем в ландшафтных заказниках. В 2010 году 32 национальных парка на территории континентальной Норвегии занимали около 25 тысяч квадратных километров, что является 7% всей территории страны. Первым национальным парком Норвегии стал Рандане, открывшийся в 1962 году. На территории парка расположены 10 вершин высотой более 2000 метров. Высочайшая из них – Рандеслотте, 2178. Парк представляет собой место обитания стад северных оленей, одной из крупнейших в Норвегии. Пейзаж – горное плато с плавными очертаниями, свидетельствующие о присутствии в прошлом оледенения. В настоящее время Рандане получает недостаточно осадков для того, чтобы поддерживать рост ледников, и на территории парка ледников нет. Норвежская туристическая ассоциация поддерживает систему туристических хижин и сеть маркированных троп. Кроме того, по всему парку разрешено свободное перемещение туристов, а также установлены палатки везде, кроме непосредственной близости к хижинам. Все перечислять не буду, многие визуально похожи друг на друга ввиду территориальной близости. Выделю некоторые. Доврефьель Сундальсвеллу – национальный парк, покрывающий территорию площадью 1693 квадратных километра. Был реорганизован в 2002 году путем увеличения площади прежнего парка в горах Доврефьель, который был основан в 1974 году. Национальный парк Эвре-Дивидал расположен в Северной Норвегии на территории коммуны Молсельф. Основной причиной основания в этих местах национального парка является необходимость сохранить и минимализировать влияние техногенных факторов на уникальные горные ландшафты и экосистемы центральных областей Северной Норвегии. Фолгефонна. Парк создан для охраны ледника Фолгефонна, третьего по площади в континентальной Норвегии. Охватывает почти весь ледник, отличается большим разнообразием растительности от прибрежных хвойных лесов до мхов и лишайников на высокогорье. Встречается куропатка, беркут, мохноногий конюк, дятлы, благородный олень. В парке устроена система туристических маршрутов, имеются 4 хижины. Парк Ондердален в северной части страны, на втором по величине острове страны Сенье, признан сохранить в естественном состоянии скромную природу острова, в частности сосновые и березовые леса, некоторым соснам до 500 лет, а также альпийские растения, всего около 200 растительных видов. Территория парка используется для выпаса полудомашних северных оленей. По берегам фьорда водятся тюлени, а вдоль рек выдры. Широко распространены форель и лосось. Небольшой норвежский национальный парк Гутульи, находящийся на территории Фюльке-Хедмарк. Ландшафт покрывает девственные леса, в которых произрастают ели, сосны и березы. Возраст отдельных деревьев достигает нескольких сотен лет. Ормтьернкампен – самый маленький национальный парк в Норвегии, расположен в коммуне Геусдал. Территория парка занимает еловые леса с озерами и болотами. И напоследок Эврепасвик, самый близкий к границе России норвежский национальный парк, является частью тайги, которая также простирается в соседние районы России и Финляндии. В 1992 году через границу в Печенгском районе Мурманской области России, по примеру Норвегии, был образован заповедник-близнец, государственный природный заповедник Пасвик. В Эврепасвике доминируют нетронутые сосновые леса с большим количеством упавших и мертвых деревьев, а болотистый ландшафт насчитывает до 190 видов растений. В долине реки Пас имеется большая популяция бурых медведей, росомаха, янтовидная собака, рысь, а также редкие виды животных, как средняя быра-зубка и лемминги. Согласно правилам охраны национального парка, охота на территории заповедника запрещена, но разрешена рыбалка и пеший туризм. На территории Шпицбергена всего 7 парков, 3 наиболее значимых. Норденшольдланд, территориально располагающий на острове Западный Шпицберген, создан в 2003 году. Площадь парка включает 1207 квадратных километров суши и 155 морской поверхности. Нордрейнсфьорден занимает большую часть северного побережья Исфьорда. Создан в 2003 году. Из 2954 квадратных километров площади около 2000 занимает суша, остальное море. Береговые равнины и несколько островов являются важными местами размножения птиц. Утес Аль-Харнет и равнина Даудманисор входят в международный список ключевых орнитологических территорий. Произрастает морожка, черника. В этом районе также имеются большие участки с залежами торфа толщиной несколько метров, что необычно для Шпицбергена. И Фарланет
Национальный парк на северо-западе архипелага Шпицберген включает землю принца Карла 616 квадратных километров и прилегающую акваторию около 4000 квадратных километров. Фарланет признан пределом ареала ластоногих в северном полушарии. Здесь также обитает самая северная популяция тонкоклювой кайры. На территории парка сохранились многочисленные археологические останки норвежских и русских охотников-китобоев. Говоря о Норвегии, невозможно не затронуть одну из главных особенностей – фьорды. И это нечто грандиозное. Их тысячи. И ими испещрена всезападная часть скандинавского полуострова. Норвегия занимает первое место в мире по протяженности фьордов, обгоняя по этому параметру Канаду и Новую Зеландию. Я постараюсь показать наиболее величественные, и правильнее всего начать с Согнефьорда. Самый большой в Европе и второй по величине в мире после фьорда Скорсби, расположенного на восточном побережье Гренландии. Длина его 204 километра, глубина достигает 1308 метров, он самый глубокий в Европе. В Норвегии его называют королем фьордов. Варангерфьорд, также Варяжский залив. Залив в Баренцевом море между российским полуостровом Рыбачий и норвежским полуостровом Варангер. Самый восточный фьорд Норвегии. Длина 90 километров. Ширина у входа в залив достигает 50 километров, глубиной до 420 метров. Благодаря Гольфстриму залив замерзает только в самые суровые зимы, богат рыбой. По берегу находятся рудниковые месторождения с преобладанием свинца и цинка. Приливы полусуточные величиной до 2,5 метров. Парсангерфьорд на севере Норвегии, между полуостровами Парсангер и Сверхольд, омывает территорию норвежской губернии Фюльке Финмарк, в том числе одноименный муниципалитет Парсангер. Длина залива 120 км, ширина до 20, глубина от 50 до 100 метров. Берег высокий и крутой, в заливе много скалистых островов, развито рыболовство, треска и прочие виды северных морских рыб. Алтафьорд – фьорд в окрестностях города Алта, провинции Финмарк в Норвегии. Длина фьорда составляет около 38 километров. В нем находится устье реки Алтаэль. В 1972 году на скалах вокруг фьорда были обнаружены наскальные рисунки, получившие название петроглифы Алты. Всего обнаружено около 3000 различных рисунков. Уфудфьорд – узкий залив в Норвежском море, 200 км севернее полярного круга. Является 12-м по длине фьордом в Норвегии, длиной 78 км и 18-м по глубине, максимальной глубиной 553 метра. Вдоль берегов этого фьорда расположен крупный город Нарвик. Уфудфьорд имеет богатую морскую фауну с огромным количеством сельди, зимующей во фьорде, что привлекает сюда касаток. Воды данного фьорда являются самым северным местом обитания омаров. Наиболее распространенный вид рыбы, встречающийся здесь в течение всего года, треска, в частности сайда. Макрель встречается с июля по середину сентября. Фьорд окружен горами высотой до 1500 метров и даже 1700. В битве при Нарвике во Второй мировой войне Уфудфьорд являлся местом действия нескольких битв, поэтому на его дне, особенно в бухте Нарвика, покоится много кораблей. Фолла является частью крупного залива Вестфьорд, отделяющего Лафатенские острова от материка. Вестфьорд знаменит выловом трески, который ведется здесь с раннего средневековья. Касатки, обитающие зимой во внутренней части фьорда, являются туристической достопримечательностью. В зимний период нередко дуют сильные ветра. Сторфьорд является пятым по протяженности в Норвегии. Вдается в западное побережье на 110 км, максимальная глубина 679 метров, в районе деревни Дерком. Залив окружает крутые скалистые берега с перепадом высот от 300 до 1200 метров. На побережье фьорда расположены населенные пункты Алисун и Странда. Норфьорд – шестой по длине в Норвегии, длиной 106 км. Наряду с Согнефьордом на юге и Сторфьордом на севере один из трех крупных фьордов центральной Норвегии, максимальной глубиной 565 метров и шириной около 5 километров. Фьорд обладает большим туристическим потенциалом, в частности из-за того, что он обеспечит легкий доступ к нескольким языкам ледника Йостельдальсбреен, самого большого ледника континентальной Европы. На фьорде действуют две паромные линии. Хардангерфьорд в юго-западной Норвегии, третий по длине в мире и второй в стране. Окружен скалистыми горами высотой до 1,5 километра, с которых не спадает множество водопадов, в частности водопад Вёрангсфоссен высотой 145 метров. Вдается в берег скандинавского полуострова на 113 километров, максимальная глубина 891 метр. На дне фьорда лежит потопленный 20 апреля 1940 года германским кораблем миноносец типа Трюг.
Через Хардангер-фьорд переброшен Хардангерский висячий мост. Он пришел на смену паромному сообщению, став частью кратчайшего пути между Осло и Бергеном. Мост является самым длинным в Норвегии. Строительство было начато в феврале 2009 года. Мост открыт в августе 2013. Длиной 1380 метров. При этом длина главного пролета 1310. Мост имеет один из самых длинных пролетов в мире, 12-й по счету и первый в Норвегии, высотой над уровнем моря 55 метров. Поделен на проезжую часть и на велодорожку тротуар. Фьорд очень глубокий. Максимальная глубина воды в районе моста составляет около 500 метров. Высота гор, окружающих фьорд, около 1200. Не знаю как ты, а я обожаю мосты. И в Норвегии их аж 16 700 на шоссе и автострадах и около 6000 на дорогах местного значения. И поскольку я затронул тему мостов, хочу показать один из самых интересных, на мой взгляд, с прекрасными видами. Поскольку Хардангерский, как визитная карточка страны, другие я просто пронумеровал без конкретных позиций лучшего или худшего, поскольку считаю это неуместным, ибо каждый чем-то уникален и по-своему прекрасен. А чтобы добавить разнообразие, расположу их по длине и начну с наиболее коротких. И повторюсь, это список именно самых интересных и красивых на мой взгляд. И открывает мой список мост Лунде, который был построен в 1829 году и является самым старейшим мостом из натурального камня, который все еще используется в Норвегии. Часть моста была разрушена норвежскими солдатами во время Второй мировой войны в 1940 году, и через год он был восстановлен. За ним следует Путесунский мост, соединяет острова Хьёкёй и Хохальмен. Первоначально это был рамно-консольный мост. К 2000 годам из-за провисания пролетного строения, величина которого достигала 45 см, было принято решение о реконструкции. В 2002 году мост стал вантовым. На мосту две полосы движения для транспорта. Альверсундский автодорожный висячий мост через залив Альверсунд в коммуне Альве. Мост предназначен для движения автотранспорта и пешеходов. Проезжая часть шириной 4 метра включает в себя одну полосу для движения автотранспорта. Сбоку расположен пешеходный тротуар. Тана – автомобильный вантовый мост через реку Танаэль, недалеко от одноименного города. Первый деревянный мост через Танаэль был построен в 1939 году. Он находится в Сейде, примерно в 4 километрах к северу от существующего моста. В 1940 году началось строительство висячего моста. Работы завершились в 1943 году. На момент открытия это был второй по длине висячий мост Норвегии и в 1944 году был взорван отступающими немецкими войсками. До его восстановления движение через реку осуществлялось на пароме, и он был восстановлен в 1948 году. Мост Фольде. До его постройки транспортное сообщение через пролив осуществлялось паромной переправой. Высота пролетного строения над уровнем моря 46 метров в самом высоком месте. Дьюпфьорд-Стрёменский мост, исключительно автодорожный, через фьорд. Энгейский мост, через залив в городе Ставангер, открыт 16 мая 1972 года. Мельхусский мост, автомобильный, через реку Геула, расположенный к югу от города Мельхус. Трамёйский, автомобильный висячий мост, который пересекает Трамёйский пролив. Торжественное открытие состоялось 21 октября 1961 года. В 2012 году закончилась постройка дополнительной пешеходной и велосипедной дорожки моста. Ежегодно по нему проходит около 10 тысяч человек. Сундей – автодорожный мост, пересекающий Лерфьорд между островами Альстен и материковой частью Норвегии. Мост Сундей с длиной главного пролета в 298 метров является одним из самых крупных железобетонных равноконсольных мостов в мире. Мост заменил небольшую паромную переправу и обеспечил постоянное сообщение между небольшими деревнями на восточной части острова и материковой части Норвегии. Брёньесундский автодорожный мост около города Брёньесунд. На мосту две полосы движения для движения транспорта и пешеходный тротуар. Кармсундский автодорожный мост через пролив Кармсун в городе Кёгесун. Центральный арочный пролет 184 метра. Второй по величине среди мостов такой же конструкции в Норвегии, после Фредрикстадского моста. Расстояние от низа пролетного строения до воды 45 метров. Фредрикстадский автомобильный и пешеходный мост через реку Глома в городе Фредрикстад. В среднем за сутки через мост проезжает 32 тысячи автомобилей. Центральный арочный пролет величиной 196 метров наибольший среди мостов такой конструкции в Норвегии. Расстояние от низа пролетного строения до воды 39,5 метров. Энгельойские мосты. Два автодорожных моста на дороге номер 835 связывают остров Энгельой с материком.
Мосты были открыты в августе 1978 года королем Норвегии Улафом V. Hålogalandский автодорожный висячий мост через фьорд Рамбакен – это второй по длине висячий мост Норвегии после Хагденбергского. Является самый длинный висячий мост с заполярным кругом. Мост предназначен для движения автотранспорта, велосипедистов и пешеходов. Драмmen – это самый длинный автомобильный мост Норвегии. Максимальный зазор до воды составляет 11 метров. Мост Драмmen был открыт в 1975 году с двумя полосами движения. В 2005 году было завершено строительство параллельного моста с добавлением еще двух полос. Не мост, но я обязан упомянуть Атлантическую дорогу. Участок двухполосного шоссе оригинальной конструкции. 36-километровый участок находится между населенными пунктами Малде и Кристиансунд и связывает небольшие острова Аверой и Фрей через Атлантический океан. Строительство Атлантической дороги началось в августе 1983 года и было завершено в июне 1989. Когда ее открыли для движения, первые 10 лет за проезд брали плату, но в июне 1999 года дорога стала бесплатной. На протяжении 8 километров шоссе проходит по 7 мостам общей длиной 891 метр. Самый высокий – Сторсезандетский мост, поднят над водой на высоту в 23 метра, специально ради возможности прохождения под ним судов. Под определенным углом зрения этот мост прозван в народе пьяным. Для путешественников на дороге созданы 4 застекленных панорамных смотровых площадки с парковками для машин. Оттуда можно фотографировать, обозревать живописные окрестности, иногда в воде можно увидеть даже китов и ловить рыбу с оборудованных помостов. Каждая страна может похвастаться обилием достопримечательностей, где-то больше, где-то меньше. Выше я уже перечислил основные и самые примечательные. Сейчас же поведаю про, возможно, менее очевидные, но не менее интересные. Между прочим, в Норвегии находится самая северная точка Европы – мыс Нордкин. О нем я рассказывал в видеоролике про Европу. Если не видели, советую посмотреть. Одной из самых известных достопримечательностей, как мне кажется, является язык тролля, он же Троллтонга. Каменный выступ на горе Скьогедаль, расположенный вблизи города Одда в Норвегии, возвышающийся над озером Резенган на высоте 700 метров. Своей формой выступ напоминает язык, за что и получил такое название. Представляет собой отколовшийся кусок скалы, застывший на ее краю в горизонтальном положении. Добраться из Осло можно поездом в Voss и автобусом в город Одда. Из Бергена удобнее всего ехать рейсовым автобусом номер 930. По времени дорога займет около 7-9 часов. Из Одды необходимо дойти до небольшого поселка Тисседаль, который расположен в 6 километрах на север от города. И уже оттуда ведет пеший маршрут протяжностью около 12 километров к заветной цели. Общая высота скалы Язык тролля приблизительно 1000 метров, а тот самый выступ, куда стремятся все путешественники, находится на высоте 700 метров. Еще одним аналогично похожим местом является Прекистулин, переводится как «кафедра проповедника», гигантский утес высотой 604 метра над Люсифьордом. Напротив плато Кьерак. Вершина утеса, площадью около 25 на 25 метров, квадратная, почти плоская. Со скалы, нависающей над фьордом, открывается великолепный вид. И благодаря ему скала известна как одна из самых главных природных достопримечательностей. Тропа на Прекистулин лежит среди разнообразнейших горных ландшафтов. Подъем на скалу занимает около 3-4 часов туда и обратно. Находится приблизительно в часе езды от Ставангера. Путь туда сложен, и местами тропа очень крута. Ввиду того, что дорога проложена на разных высотах, она проходит через несколько различных поясов растительности, от лесов у основания до мхов и лишайников на высокогорье. В Норвегии помимо языка тролля также есть дорога троллей. Находится в северной части Западной Норвегии. Дорога троллей является частью норвежской национальной дороги РВ-63. Была открыта королем Хоконом VII в 1936 году, после 8 лет строительства. Даже в наши дни может служить примером инженерного и конструкторского искусства. Дорога во время подъема делает 11 резких поворотов. Высота подъема иногда составляет 9%. Примерно на середине подъема находится мост через водопад Стикфоссы. Местами ширина дороги не превышает 3 метров, поэтому проезд машин, длина которых более чем 12 метров, запрещен. В осенне-зимний период дорога закрыта для проезда. На западном побережье Норвегии, в долине Рамсдален, находится горный массив, и как думаешь он называется? Стена троллей. Высота вертикального участка стены составляет порядка 1000 метров. Что делать его самым большим в Европе? Далснибба – гора, расположенная в конце долины Гейрангер, там же озеро Джултманет, прямо к востоку от горы. Из Далснибба открывается прекрасный вид, и поэтому она является популярным туристическим направлением. Далснибба часто покрыта снегом даже летом.
Там есть беговая и велосипедная тропа от фьорда до вершины, начинается в деревне Гейрангер и заканчивается на вершине. Одним из сильнейших в мире приливных течений является Сальстраумен. Происходит в проливе длиной 3 км и шириной 150 метров, связывающим Сальтенфьорд и Шерстадфьорд с морем. Около 400 миллионов кубических метров воды протекает в одном цикле на скорости, доходящей до 37 км в час. Вода при этом образует водовороты диаметром до 12 метров и 5 метров в глубину с поверхности. Происходит этот феномен 4 раза в день. К северу от Осло стоит посетить живописное озеро Согнсванн, которое является популярным местом отдыха. Летом используется жителями Осло для кемпинга, пикниковое купание, а зимой для катания на беговых лыжах, коньках и подледной рыбалки. До него легко добраться из Осло. Станция Согнсванн является конечной остановкой на линии 5 метро. Вест-Вагёй, остров, является частью исторического региона Лафатен. Этот остров и коммуна является из наиболее живописных Норвегии, с клиффами и пиками, лежащими на юго-восточном берегу. Вдоль берега расположены колоритные рыболовецкие деревни, такие как Балстад и Стамсун. На западном берегу белые песчаные пляжи. Утакляев – самый романтический пляж в Европе, согласно британской газете The Times. Еще один интересный остров – Хьотта. Здесь находится дом известного викинга Хорека. На острове обнаружены археологические памятки сельского хозяйства Железного века. А вот Лафатенские острова – это уже архипелаг. В Норвежском море с населением 24 тысячи жителей. Основное занятие – рыболовство и овцеводство. Широко известна изготовленная лафатенцами сушеная атлантическая треска. Несмотря на то, что архипелаг находится за полярным кругом, а также севернее полюсов холода Верхоянска и Мекона, благодаря воздействию Гольфстрима на южных островах архипелага температура даже самого холодного месяца выше нулевой отметки. На самом архипелаге расположены два аэропорта – Лекнес и Эвенс, которые связаны с Осло и крупными городами. Также есть вариант добраться по воде из Нарвика. Водопад Кьосфоссен является одной из самых популярных туристических достопримечательностей, высота которого составляет 225 метров. При этом водопад по сути является системой водопада с общей длиной 700 метров. Фломская железная дорога проходит в непосредственной близости. Данная дорога имеет наибольшую в мире крутизну подъема, поднимается крутыми виражами по исключительно живописной горной местности. В настоящее время используется прежде всего в туристических целях. Дорога проходит через 20 тоннелей, наиболее сложный из которых многоярусный тоннель Венде. Перепад высот линии составляет 863 метра, что соответствует подъему более чем в 1 метр на каждые 18 метров пути. Имеет 10 станций. Билет с проездом туда и обратно стоит примерно до 100 евро. Посещаемость составляет до 600 тысяч туристов в год. Еще один активно посещаемый водопад – Лотефос, высотой 165 метров, имеет два переполненных потока в конце течения, чем и привлекает внимание туристов. В Норвегии есть как минимум 3 крутых смотровых площадки, которые я рекомендую посетить. Это Рампестрекен, рядом с городком Андалснес, высотой 537 метров. Тропа к площадке Рампестрекен начинается прямо в центре Андалснеса. Она хорошо обозначена указателями и красными знаками на деревьях и скалах. После высоты 430 метров тропа превращается в лестницу с каменными ступенями. Путь становится прочным и безопасным благодаря замечательным каменным работам непальских шерпов. Время подъема – час-два. Площадка Стегастайн с видом на окружную дорогу Согнфьордану и смотровая площадка на горе Аксла в норвежском Алесунде высотой 145 метров. Чтобы на нее забраться, придется подняться по большой каменной лестнице с 418 ступенями, прямо из городского парка. На горе расположен ресторан, открытый в 1903 году. В городе Берген стоит прокатиться на фуникулёре Флойбанен. По пути он делает несколько остановок, и на любой из них можно сойти, чтобы вдоволь нагуляться. На самой верхушке находится сувенирный киоск и ресторанный комплекс. Хотя я все же рекомендую пройти этот путь пешком, с большими возможностями для глаз и фотоаппарата. Нижняя станция фуникулера находится в паре шагов от еще одной местной достопримечательности – Бергенского рыбного рынка. Там точно можно найти много чего интересного. В Осло же есть прекрасный старейший ботанический сад, основанный в 1814 году. Коллекции растений содержит около 7500 видов. Там же и музей естественной истории при университете. Самая обширная коллекция естественной истории в Норвегии. В музее можно увидеть знаменитую окаменелость, известную как Ида, древнейшую из известных окаменелостей приматов. Площадь сада составляет примерно 150 тысяч квадратных метров.
А на полуострове Бюгдё в пределах Осло расположен музей кораблей викингов, основан в 1926 году, а в 1969 аналогичный музей открылся в датском Роскилье. Там же в Осло находится знаменитый замок и крепость Акерсхус. Первоначально был замок Акерсхус, который выступал в роли замка-крепости. В первой половине 17 века замок был перестроен в стиле эпохи Возрождения, приобретя ренессансский облик и окружен стеной. С этого времени можно говорить о замке и крепости отдельно. Неизвестно точно, когда были начаты работы над строением крепости, но принято полагать, что это случилось в последние десятилетия 18 века. На территории внутреннего бастиона крепости действуют музеи тюремной истории, музей сопротивления и вооруженных сил Норвегии в период Второй мировой войны, музей вооруженных сил. Вход в музей отдельно платный. В крепости размещается штаб вооруженных сил Норвегии и Министерство обороны. В пригороде Кристиансанда можно посетить комплекс из зоопарка и парка развлечений. 1964 года основания. В зоопарке содержится около 100 видов животных общей численностью более 800 экземпляров. В 1978 году коллекция зоопарка пополнилась жирафами. В настоящее время зоопарк является самым северным местом проживания и размножения этого вида животных. Участвует в программе по сохранению и разведению амурских тигров. В зоопарке были интересные случаи. Так, в 2015 году на глазах посетителей антилопа напала на застрявшего в ограждении жирафа и забила его до смерти. А в 2016 посетители, среди которых были дети, стали свидетелем кормежки львов, для которых служители принесли целиком тушу зебры с отрубленной головой. Число посетителей парка составляет более миллиона в год. У города Ставангер на восточной стороне Мёли-бухты установлен интересный памятник мечей в камне. Сооружен в честь битвы при Хаферсфьорде, состоявшейся около 872 года, в результате которой Харальд I, прекрасноволосый, стал первым королем Норвегии и является символом последующего национального объединения страны. Высотой памятник 10 метров, из бронзы и гранита. Был открыт в 1983 году норвежским королем Улафом V. Три меча с тремя коронами символизируют три основных региона – север, юго-восток и юго-запад. К памятнику ведет пешеходная тропа от Суи до Ставангера. А вот в городе Тронхейм расположен лютеранский собор, он же Нидоросский собор. Исторически наиболее значимая церковь Норвегии, место коронации норвежских монархов. Построен в романско-готическом стиле примерно за 230 лет, в 1300 году. В 1327 году данный собор пострадал от пожара, и снова в 1531 опять случился пожар. В 1708 снова пожар, и церковь полностью сгорела, за исключением каменных стен. А в 1719 в него ударила молния, и он снова был разрушен огнем. Капитальная перестройка и реставрация собора началась в 1869, длившейся 132 года, и завершилась лишь в 2001 году. После посещения самых разнообразных мест обязательно захочется подкрепиться. И, пожалуй, самым уникальным и необычным для этого местом будет ресторан Андер, подводный ресторан в Линдеснессе. Его обеденный зал находится в 5 метрах ниже уровня моря. Площадь обеденного зала составляет 495 квадратных метров, что делает его самым большим подводным рестораном в мире, рассчитанным на 40 человек. Это единственный подводный ресторан в Европе. Шеф-поваром является датчанин Николай Элис Газу. Основа кухни составляет то, что может предложить океан и суша южной части Норвегии. Но сразу хочу предупредить, данное заведение совсем не бюджетное и созданное скорее для проб изысков и зрительных восхищений. Попасть без бронирования крайне сложно, а стоит она 1000 крон, безвозвратно. В целом, обед на одного обойдется не менее чем в 2500 крон. А работает данное заведение только 6 часов, с 18 до полуночи. Тема еды была затронута, но не раскрыта. Попробую исправить это. Конечно, большинство стран заполнил фастфуд. Норвежцы входят в топ стран по потреблению пиццы. Но если вести речь о национальной кухне, то ее основным компонентом является рыба и молочные продукты. Кстати, в Норвегии можно ловить рыбу без ограничений и лицензий, в отличие от других европейских государств. Этим пользуются многие европейцы. Норвежская кухня произошла в основном из блюд крестьян и рыболовов, и во многом обусловлена скандинавским климатом. Многие традиционные блюда готовятся с использованием консервированных продуктов, необходимых из-за долгой зимы. Здесь растут только овес и ячмень, в основном в южной части страны. Эти злаки непригодны для дрожжевого теста, поэтому для Норвегии типичны тонкие жесткие хлебцы, которые могут храниться довольно долгое время. Если к тесту добавить картофельную массу, лепешки становятся более мягкими, похожими на многим известный лаваш под названием лефсе.
Рыба и морепродукты являются важнейшей составляющей норвежской кухни, и доминирует среди них сельдь. Раньше бедняки ели ее по 4 раза в день к каждому приему пищи. Ее солили, мариновали, вялили и квасили. В средние века возникло традиционное и по сей день блюдо лютый фиск, представляющее собой замоченную в щелочном растворе и затем вымоченную в воде сушеную рыбу. Помимо сельди популярны треска, сардины, скумбрия. Из мяса наиболее популярная баранина, из нее готовят множество блюд, в том числе фарикол, дословно овца в капусте. Традиционными ингредиентами для его приготовления служат ягнятина с костью, крупные куски капусты, крупный черный перец и небольшое количество пшеничной муки, тушащейся в кастрюльке несколько часов. Гарнируется блюдо, как правило, картофелем, отваренным в мундире. В середине 18 века в страну везли картофель. Кьеткакер – грубые большие котлеты из говяжьего фарша, лука, соли и перца, обычно подаются с соусом. На гарнир картофель, тушеный горошек или капусту с морковью. Брусничное варенье – местное распространенное лакомство. Лобскус – рагу, напоминает ирландское рагу, но в блюдо можно добавлять мясной фарш, сосиски или вообще любое мясо, кроме свинины. Пиннекьет – это основное блюдо на ужин из баранины или бараньих ребрышек. Это блюдо во многом связано с празднованием Рождества в Западной Норвегии и быстро набирает популярность в других регионах. Часто подают с пюре из брюквы и картофеля, пивом и аквавитом. Сот – традиционное норвежское блюдо, похожее на суп с бараниной и фрикадельками. Обычно в состав также входят овощи, такие как картофель или морковь. А засоленный и высушенный бараний окорок называется феналор. Особо примечательным является смалахове – блюдо из бараньей головы. Изначально подававшийся перед Рождеством, готовится на пару около 3 часов, а после подается с брюквой или картофелем. Считалось блюдом бедняков. Из-за статуса экстремальной еды смалахови воспринимается многими как испытание. В Оссе умудрились заработать особенно много на туристах, желающих отведать данное блюдо, подавая его не только как ностальгический и аутентический шедевр сельской кухни, но и как захватывающее испытание, трофей для искателей острых ощущений. В норвежских лесах добывают дичь, такую как лось, северный олень, хотя он часто одомашнен, горный заяц, утка, каменная куропатка и домашняя птица. Приготовленные блюда подают с кисло-сладкими соусами и ягодами можжевельника. На это мясо часто охотятся и продают или раздают в качестве подарков, но его также можно приобрести в магазинах по всей стране, и, как правило, его подают на общественных мероприятиях. Субпродукты употребляются в большом количестве, и самым популярным является печеночный паштет для бутербродов, также тушенка и говяжий язык. До 20 века мясо китов было более дешевой альтернативой говядины. Сейчас отлов китов несколько сократился, но блюда из китового мяса можно по-прежнему встретить во многих ресторанах Норвегии. Единственное традиционное норвежское блюдо, претендующее на международную популярность, это копченый лосось. В настоящее время это крупный экспортный продукт. Традиционно существует во многих вариантах и часто подается с яичницей-болтуньей, укропом, бутербродами или горчичным соусом. До 20 века моллюски не употреблялись в пищу в какой-либо степени. Отчасти это было связано с обилием рыбы и временем, затрачиваемым на вылов моллюсков по сравнению с их питательной ценностью, а также с тем фактом, что такая пища довольно быстро портится, даже в северном климате. Тем не менее, креветки, крабы и мидии стали довольно популярными, особенно летом. Омары также, но ограничения на улов, размер и сезон ограничивают потребление. Лобстер на сегодня довольно редкий и дорогой. Иногда практикуется крабберфест, он же крабовая вечеринка. Обычно это блюдо готовят на открытом воздухе. Крабам подают только хлеб, майонез и дольки лимона. Популярно покупать полкилограмма креветок и есть их на набережной, скармливая отходы чайкам. Также делаются пироги с креветками, белое вино – классическое сопровождение. Вариации супов из морепродуктов со сливками распространены вдоль побережья. Некоторых доступных видов рыб традиционно избегали, особенно тех, которые считались падальщиками, из-за боязни косвенно съесть друзей или членов семьи, погибших в море. Чаще эти рыбы использовались в качестве наживки. Норвежское рыбное блюдо ракфиск, приготовленное из форели или иногда гольца, засоленное и ферментированное в течение 2-3 месяцев или даже до года, а затем употребляемое в пищу без дальнейшего приготовления. Ракфиск необходимо готовить и хранить в очень гигиенических условиях из-за риска заражения ботулизмом. Торск. Это треска, отварная, просто подается с отварным картофелем и растопленным сливочным маслом. Язык трески считается деликатесом. Лютый фиск – традиционное скандинавское рыбное блюдо, приготавливалось из сушеной трески, вымоченной в щелочи.
Вследствие химической реакции рыбных белков рыба приобретает нежную желеобразную консистенцию и специфический острый запах. В дальнейшем лютефиск подлежит тепловой обработке, запекается в духовке, варится или вовсе делается в микроволновой печи, часто ресторанный вариант. Блюдо подают с гороховым пюре, картофелем или брюнустом. Считается рождественским деликатесом, имеет необычный вкус и вызывает сильные эмоции. Негативным моментом является то, что при щелочной обработке белков образуется токсичная аминокислота лизиноаланин, хотя и в незначительном количестве. Стейкт фиск – тушеная рыба, подойдет любая, посыпается мукой, солью и перцем и тушит в сливочном масле. Рыбный суп – фискесуппе. Белый суп на основе молока с овощами, обычно морковью, луком, картофелем и различными видами рыб. Напоминает нашу уху. Спекисильд – отвержденная солью сельдь, которая веками использовалась для борьбы с голодом вместе с вареным картофелем, свеклой, сыром, луком, укропом, маслом и лепешками. Консервирование происходит путем извлечения соли из сельди, и таким образом создаются более плохие условия для роста микробов. Соленую сельдь перед употреблением вымачивают в пресной воде на 1,5–2 часа для опреснения. А это сурсильдь, маринованная сельдь. Используются различные соусы для маринадов. Маринованная сельдь подается в качестве закуски, часто на ржаном хлебе. Это блюдо является популярным рождественским и новогодним праздничным обедом в Норвегии. Также норвежцы пьют молоко в больших количествах. Процент людей с непереносимостью лактозы один из самых низких по всему миру. Ранее традиционным напитком была бленда – молочная сыворотка, разбавленная водой. Широко употребляют в пищу сливочное масло и сыры. Наиболее популярным сортом сыра является пультуст из кислого молока и семян тмина. Сладкий брюнуст или гейтуст – карамелизированная лактоза из козьего молока или смесь козьего и коровьего. Ярлсберг – мягкий сыр, изготовленный из коровьего молока, с большими глазами, насыщенный, со слегка сладковатым и ореховым привкусом. К более изысканным относится гамалуст – перезрелый, очень острый сыр, приготовленный из кислого молока. Самым популярным напитком норвежцев является кофе. Норвегия является вторым по величине потребителем кофе на душу населения в мире. Кофе входит в состав одного из самых традиционных алкогольных напитков Норвегии, широко известного как карск. Это коктейль, содержащий кофе вместе с самогоном и иногда сахаром. В англоязычных странах вариант с водкой вместо самогона иногда называют русским кофе, хотя русский кофе может также относиться к варианту, который подается со взбитыми сливками. Из картофеля дистиллируют крепкий скандинавский алкогольный напиток аквавит крепостью до 50 градусов. Между прочим, основным поставщиком аквавита на мировой рынок является Дания. Аквавит принято употреблять охлажденным, иногда до минус 18. Несмотря на ограничительную политику в отношении алкоголя, существует большое сообщество пивоваров. В Норвегии пиво можно приобрести в магазинах с 9 утра до 20, по будням и с 9 до 18 по выходным, а крепкие напитки до 18 и до 15 соответственно. Пиво разрешено продавать только настоящим продуктовым магазинам. Заправки и различные ларьки таким не являются. Что же до фруктов и десертов, в холодном климате они созревают медленно. В результате они получаются меньшего размера, с более насыщенным вкусом. Клубника, черника, брусника, малина, яблоки популярны и входят в состав различных десертов. Морожка считается деликатесом. Типичный норвежский десерт для особых случаев – это морожка со взбитыми или обычными сливками. Клубнично-яблочный пирог также популярен из-за своего насыщенного вкуса. В Норвегии очень любят кардамон. Хлеб является важным продуктом норвежской диеты. Супермаркеты, отели предлагают богатый выбор хлеба, чаще всего из цельнозерновой муки. 80% норвежцев регулярно едят хлеб в виде бутербродов. В магазинах продается большое разнообразие различного хлеба с овсом, орехами, семенами, оливками и прочим. Большинство норвежцев питается 3 или 4 раза в день. Обычно это холодный завтрак с кофе, холодный, обычно упакованный обед на работе и горячий ужин дома с семьей. Некоторые могут добавить холодное блюдо, как правило, простой бутерброд на ночь. Традиционный норвежский завтрак довольно плотный, чаще состоит из хлеба, сыра и молока. Обед носит закусочный характер, часто из смørrebrød, они же бутерброды, или простых открытых сэндвичей, известных как матпакки. По сути, это почти одно и то же. Ужинают обычно около 16-18 часов вечера. Это самый важный прием пищи за день, который обычно включает в себя продукты, богатые углеводами, такие как картофель, и белковые, чаще рыба. На этом я буду заканчивать данный ролик. Спасибо всем за просмотр. Если было интересно, понравилось, есть какие-то замечания, пишите комментарии. Пока.